Серия экстремальных событий потрясла нашу планету. Сегодня в нашем выпуске землетрясения на Филиппинах и в Индонезии, наводнения на Ибице и в Одессе, а также в Греции, на Багамах, Мексике и в других странах. Покажем также Карпаты, которые в эти дни внезапно превратились в зимнюю сказку. Мощное землетрясение магнитудой 6,9 обрушилось вчера поздно вечером на центральные Филиппины, унеся жизни не менее 27 человек и ранив около 150. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах к северо-востоку от города Баго в провинции Себу на глубине 10 километров. Толчки ощущались миллионами жителей Висайских островов, включая Себу, Билеран и Лейте. Раскачивались мосты, тряслись здания, жители в панике выбегали на улицы. В Баго и Даан-Бантаная к тому же отключилось электричество. Наибольшие повреждения произошли в северной части провинции, где обрушился спортивный комплекс во время проведения баскетбольного матча, унеся 13 жизней. Пострадали от стихии исторические католические храмы. В Даан-Бантаная частично обрушился архидиаконский храм Санта-Роса-де-Лима, а на острове Бантаян приход святого апостола Петра потерял фасад с колокольней. Также обрушились коммерческое здание, школа и повреждены дороги. Возникла и химическая угроза в городе Мандауэ. На заводе по производству напитков во время толчков произошла утечка аммиака. Прибывшие на вызов пожарные смогли оперативно ее ликвидировать. Медицинский центр Себу-Сити временно эвакуировал пациентов и персонал из-за высокого риска афтершоков. Школы в Себу-Сити, Мандауэ, Лапу-Лапу и других районах сегодня закрыты. В Баго приостановлена работа офисов. Аэропорты Висайского региона после проверок возобновили работу. После землетрясения была объявлена угроза цунами, которая спустя несколько часов была отменена. После основного сейсмособытия последовала серия афтершоков, из которых 4 имели магнитуду более 5. Uy, kakusog! Uy, kakusog sa loob! Yes, kusog! Guys, sunong sa mo, guys! Испанский остров Ибица из-за урагана Габриэль превратился вчера в зону бедствия. Остатки Габриэля столкнулись с теплым средиземноморским воздухом, вызвав стационарные грозы. Фактически на Ибице за сутки выпало 254 миллиметра, половина годовой нормы, еще 174 миллиметра зафиксировано в аэропорту. Это рекорд с 1952 года. Таких дождливых дней на острове не было более 70 лет. Испанская метеослужба сначала ввела оранжевый уровень погодной опасности, но к полудню повысила его до красного. Улицы Ибицы превратились в реки, потоки воды уносили мусорные баки и машины. Затоплены центр Ибицы, Санта-Эулалия и Сан-Хосе-де-Саталая. Под водой оказались больницы и школы, часть из них была эвакуирована. Зафиксированы обрушения зданий, затопление гаражей и подвалов. Затопило и аэропорт Ибицы. В зоне досмотра с потолка лили ручьи, дороги к аэропорту оказались затоплены. Жертв нет, 2 человека получили серьезные травмы и были госпитализированы. Власти объявили в регионе чрезвычайную ситуацию, направив команды спасателей в пострадавшие районы. В ночь на вторник Одесса пережила один из самых мощных дождей за последние годы. Улицы центра и пригородов ушли под воду. Ко второй половине дня в городе выпало более 150% от месячной нормы осадков. Десятки улиц оказались заблокированы, движение транспорта на многих участках остановилось или оказалось сильно затруднено. Пробки растянулись на километры. Из-за обрыва линий электропередачи произошли локальные отключения в Приморском и Киевском районах. В области без света остались более
30 населенных пунктов. Пострадало более 12 900 клиентов. Все экстренные службы города были переведены на усиленный режим работы и направлены на ликвидацию последствий непогоды в наиболее пострадавшие районы. Друзья, по данному событию у нас есть более подробный выпуск. Ссылку на него вы можете наблюдать в правом верхнем углу экрана. Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло вчера в Яванском море у восточного побережья Индонезии. Эпицентр находился примерно в 63 километрах к северо-северо-востоку от Ситу-Бондо и 34 километрах к юго-юго-востоку от Калиангета, на глубине около 12-14 километров. Толчки длились несколько секунд и ощущались в близлежащих районах Восточной Явы, таких как Ситу-Бондо, Джембер, Бондувиси и Суминеп, а также на Бали, включая Денпасар и Булеленг. По данным Геологической службы США и Индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики, интенсивность толчков составила 3-4 балла в эпицентре. Сейсмособытие классифицировано как тектоническое, вызванное подъемным разломом в субдукционной зоне. После основного толчка в течение 30 минут было зафиксировано более 50 афтершоков, самый сильный магнитудой 4,3, остальные до 3,4. В результате землетрясения повреждены несколько зданий, серьезных разрушений не зафиксировано, жертв нет. В индонезийском городе Сидуарджа на острове Восточная Ява произошло обрушение здания исламской школы-интерната Аль-Казини. По последним данным, погибли 3 подростков, 99 человек получили травмы различной степени тяжести, а десятки других остаются заблокированными под завалами. Спасательные операции продолжаются в напряженных условиях с риском дальнейшего обрушения конструкций. В момент трагедии ученики, в основном мальчики в возрасте от 12 до 18 лет, собирались на послеполуденную молитву в зале на нижнем этаже здания. Верхние этажи находились в стадии строительства. Оригинальный двухэтажный молитвенный зал расширяли, добавляя еще 2 этажа без необходимых разрешений. Конструкция не выдержала дополнительной нагрузки во время заливки бетона, что привело к провалу крыши и верхних уровней. Полиция провинции подтвердила, что работы велись нелегально. Ведется расследование по факту нарушения строительных норм. Трагедия очередной раз подчеркивает системные проблемы с соблюдением строительных стандартов в Индонезии, где подобные инциденты повторяются. Буквально недавно, в сентябре, в Западной Яве произошло аналогичное обрушение здания во время чтения Корана. Тогда погибли 4 человека. В прибрежной зоне ранчо Палос-Вердес в Калифорнии произошел оползень. Около 90-120 метров склона обрушились. Инцидент не затронул основные строения, но повредил несколько задних дворов и заборы. По данным Департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес и городских властей, оползень произошел на общественной земле, и ответственность за очистку территории лежит на владельцах имущества. Специалисты провели осмотр 4 затронутых домов на Маргерит-Драйв, подтвердив отсутствие структурных повреждений. Городские чиновники подчеркивают, что этот инцидент изолирован и не связан с крупным комплексом оползней в районе Португис-Бенд, расположенным примерно в 6-7 километрах к юго-востоку. Власти ранчо Палос-Вердес ввели запрет на новое строительство в зоне риска и выделили $42 миллиона на выкуп имущества для превращения его в открытое пространство. Точные причины оползня все еще расследуются. Сильные ливни, обрушившиеся на столицу Никарагуа вечером воскресенья, привели к масштабным наводнениям в различных районах города. Ливни, спровоцированные тропической волной номер 31, продолжались менее часа, но их интенсивность оказалась достаточной для того, чтобы посеять хаос. В Манагуа выпало до 70 мм осадков, а в некоторых районах, таких как Сан-Исидро-Либертадор, и вовсе зарегистрировано 132 мм. Экстремальные осадки вызвали переполнение русел Элек и канав, превратив улицы в водоемы и затопив десятки жилых домов. Наибольший урон получили центральные районы, где стремительные потоки воды унесли автомобили и разрушили дома.
Пострадала и инфраструктура города. Десятки дорог размыты, повреждены опоры ЛЭП, из-за чего несколько районов оказались без электроснабжения. Спасатели эвакуировали из затопленных мест десятки семей, их разместили во временных убежищах. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, мобилизовав все силы на устранение последствий стихии. Метеорологи тем временем предупреждают о продолжении нестабильной погоды в ближайшие дни. Неожиданное похолодание и снегопад обрушились на Карпаты, засыпав вершину Поп-Иван-Черногорский на Черногорском хребте. Гора, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, на высоте 2028 метров, покрылась снегом в результате резкого падения температуры до минус 3 градусов Цельсия, что стало сюрпризом для туристов, ожидавших теплой осенней погоды. Во вторник снег продолжился, а к 1 октября температура опустилась до минус 5 градусов Цельсия. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует воздержаться от выхода в горы без подготовки, подчеркивая риски обморожения и сходов лавин. Сильная гроза с градом и порывистым ветром обрушилась на муниципалитет Запопан в мексиканском штате Халиско. Экстремальное количество осадков за короткое время привело к переполнению русел, рек и ручьев. Улицы превратились в реки, вода затопила дома на глубину до 5 метров, смывая мебель, бытовую технику и автомобили. По данным мэрии Запопана, пострадали около 50 домов. В общей сложности было эвакуировано около 100 человек. Жители, только начавшие восстанавливаться после июльского наводнения, вновь все потеряли. Все унесло снова – холодильник, плиту, то немногое, что мы купили, рассказала одна из пострадавших. В пострадавшие районы направлены спасатели. Всех эвакуированных разместили во временных убежищах. В отличие от аналогичного случая в июле, в этот раз обошлось без жертв. Эта трагедия подчеркивает хронические проблемы урбанизации в Запопане, строительство в зонах риска и устаревшая ливневая система. Эксперты отмечают, что сезон дождей 2025 года выдался особенно интенсивным, и власти должны найти долгосрочные решения, вплоть до переселения жителей из опасных районов. В Костанае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На железнодорожном переезде легковой автомобиль Volkswagen выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с маневровым тепловозом. В результате аварии пострадал пассажир, которого доставили в больницу с травмами. Водитель автомобиля не пострадал. Инцидент произошел в районе промышленной зоны, где ведутся маневровые работы. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции собрали весь необходимый материал, проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия. Тропическая депрессия, усилившаяся до шторма Имельда, нанесла серьезный удар по восточным провинциям Кубы. Шторм принес до 250 мм осадков за сутки в Сантьяго-де-Куба, что привело к переполнению рек, падению деревьев и повреждениям инфраструктуры. Прошедшие оползни изолировали 17 сообществ, затронув в общей сложности более 24 тысяч жителей. В провинции Гранма дожди вызвали локальные наводнения и транспортные проблемы, а в Гуантанамо возникли серьезные повреждения на энергообъектах, также структурные подразделения получили школы и больницы. По последним данным, в результате обрушений и ливней погибли 2 человек, более 18 тысяч человек были эвакуированы в Гуантанамо. Железнодорожное сообщение Сантьяго-де-Куба с Гаваной прервано из-за повреждения путей. Власти призывают жителей избегать затопленные районы и на время непогоды ограничить свое передвижение. В свою очередь, Институт метеорологии Кубы предупреждает о продолжении осадков в восточных и центральных регионах с риском дальнейших наводнений. Интенсивные ливни и грозы, обрушившиеся на Западную Грецию и остров Крит, вызвали локальные наводнения, обвалы и серьезные нарушения в работе транспорта. На острове Закинф зафиксировано рекордное количество осадков – 113,8 мм.
Провинциальная дорога в Аликессе была закрыта из-за подтопления, а в Литакии на дорогах произошли обвалы, создав опасные условия для движения. В Кефалонии проливные дожди спровоцировали небольшие оползни и задержки в аэропорту, где 4 самолета не смогли приземлиться. На Крите, особенно в Ираклионе, двухчасовой ливень превратил улицы в реки, затопив районы муниципалитета Вианну и побережье Арханов-Астераусион. Дороги и подвал местного центра здравоохранения оказались под водой, а в Вианну и Цуцуре тяжелые дожди размыли почву, подхватили обломки и мусор, превратив дороги в хаос. Несмотря на отсутствие серьезных разрушений, власти призвали жителей к осторожности на дорогах и по возможности ограничить свое передвижение. Спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Страдает в эти дни от наводнений и Сальвадор, где интенсивные ливни обрушились на западные и северные районы, спровоцировав разлив нескольких рек и локальные наводнения. В департаменте Аувачапан, вышедшая из берегов река, повредила мост, поставив конструкцию под угрозу обрушения. В соседнем республикате Хухутла разлив реки привел к подтоплению улиц и домов. Больше всех пострадал департамент Мараза, где разлившаяся река Сан-Франциско хлынула на улицы, затопив десятки домов в нескольких районах. При этом уровень воды на улицах достигал 1,5 метра. Власти страны объявили желтый уровень погодной опасности по всей стране, мобилизовав команды спасателей. Жертв среди населения не зарегистрировано, но сообщается о беспрецедентной силе наводнений по сравнению с предыдущими случаями. Власти призываем жителей избегать переправ через реки, не приближаться к оврагам и ограничить свое перемещение в пострадавших районах. Восточные и южные районы острова Нью-Провиденс на Багамских островах пострадали от сильных наводнений после прохождения тропического шторма Имельда. За ночь шторм принес около 173 мм осадков и вызвал обширные подтопления и инфраструктурные проблемы. В нескольких районах ливневые стоки, смешавшись с канализацией, проникли в дома, что заставило жителей провести ночь без сна, вычерпывая воду ведрами. Около 100 домов получили серьезные повреждения. Мебель разрушена, электрика и стены испорчены. Получили повреждения также школы и другие общественные здания. Из-за повреждения линии электропередачи более 1500 клиентов остались без света. Власти объявили чрезвычайную ситуацию. Масштабные усилия по устранению последствий стихии, начавшиеся в понедельник, продолжаются до сих пор. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые события. И до завтра.